Всем привет! Меня зовут Денис Анискин. В компании Prime Pride я руковожу направлением мульчерной техники марки Fire. И сегодня мы поговорим про универсальную фрезу SFM. В чем же особенность этой фрезы? Дело в том, что она может работать как на поверхности, убирая деревья, так работать и с заглублением. До 30 сантиметров она может заглубляться в землю и убирать корневую систему, пни, древесные остатки. Помимо этого, она может работать в режиме камнедробилки, ведь у нее установлены резцы типа F, которые позволяют также измельчать и камни. В этой комплектации установлен задний уплотняющий ролик. Когда эта навеска работает в режиме мульчера, этот ролик выступает как рамка-толкатель, которая позволяет направлять падение дерева в нужную нам сторону. Особенность этой фрезы в том, что сбоку у нее установлен редуктор. Обычно на мульчерах или на более дешевых версиях фрез сбоку устанавливается ремень. В этой же версии стоит редуктор, который позволяет выдерживать длительно очень большие нагрузки. Редуктор марки Bandioli. Это редуктор, который специально изготавливается для Fire по особенным чертежам, который имеет очень большой запас прочности. Карданы Вальтершайд. Эти карданы имеют кулачковую муфту, которые в случае избыточной нагрузки отключают оборудование, чтобы предостеречь как трактор, так и навесное от перегрузки, что позволяет продлить им срок службы. Для того, чтобы избежать вибрации, повышенной нагрузки на кардан, здесь установлена система Z-кинематики, которая регулирует положение редуктора в пространстве. Как и в любом универсальном продукте, он может выполнять сразу несколько функций, но, конечно же, отличается по производительности или, может быть, по качеству своей работы относительно того оборудования, которое узкоспециализировано. К примеру, если он работает в режиме мульчирования, он отлично измельчает деревья, кустарники, но при этом невозможно очень качественно регулировать щепу. Все-таки он свою работу делает достаточно грубо. Если он заглубляется в землю, в принципе, тут больших вопросов нету. С заглублением он справляется отлично. Очень часто такую универсальную фрезу покупают предприятия, у которых порядка 300-500 гектар заросшей территории. Когда два варианта оборудования получается для них дороговато, они могут купить вот такое вот универсальное решение. Когда объемы большие, и для того, чтобы снизить стоимость расчистки 1 гектара, лучше всего использовать отдельно мульчер, отдельно фрезу. Это два трактора, два навесного оборудования, которые работают в паре и позволяют качественно выполнять свою работу. И самое главное, быстро. Рамка-толкатель имеет гидравлический привод. Этот привод регулирует его положение. Эта рамка может как уплотнять землю, находясь внизу, так, как я и сказал ранее, толкать деревья. Оборудование работает в очень тяжелых условиях под большой нагрузкой. И для того, чтобы работать непрерывно, необходимо охлаждать масло, которое находится в этих редукторах. Для этого здесь есть специальная система охлаждения, которая находится внутри корпуса. Она состоит из радиатора и вентилятора. Внутри корпуса фрезы установлены дополнительные противорезы, которые позволяют делать щепу более мелкую и более качественно выполнять эту работу. Рекомендуемая мощность трактора, на который устанавливается эта универсальная фреза, это 220-300 лошадиных сил. Скорость движения трактора должна быть около 0,2 км в час. То есть трактор должен иметь возможность двигаться с такой скоростью. У него должна быть либо коробка-вариатор, либо он должен иметь ходоуменьшитель. А теперь давайте посмотрим, каков он в деле. Сейчас он работает в режиме мульчирования. Он будет валить деревья и измельчать их на поверхности. Скорость движения на данный момент у него порядка 0,1 км в час. Этот трактор может себе такое позволить, ведь у него стоит коробка-вариатор. Валиком он толкает немного деревья, для того, чтобы ему удобнее было их срезать и свалить. Сейчас он идет в обратную сторону, делает заглубление, валиком прижимает землю и порубочные остатки, которые получаются. Заглубление составляет порядка 30 сантиметров. Обычно 25-30 сантиметров более чем достаточно
для того, чтобы ввести поля все в оборот. Ну вот, на заглушенном роторе поймал кусок дерева, это не страшно. Вот, если остановить фрезу в моменте, то образуется вот такая вот яма. Вот до такой глубины и происходит работа. Здесь порядка 25 сантиметров. Сейчас мы с помощью линейки замерим, какой же результат получился в обработанной части. Линейку мы упираем в твердый грунт. Получается 20 сантиметров. Вот сейчас он сделал одну проходку, достиг уровня 20 сантиметров. Если он пройдет второй раз, то он может сделать 30-40 сантиметров глубины. В принципе, обычно в этом нет необходимости. Все зависит от грунта. Если бы грунт был более мягкий, то он бы свободно за одну проходку сделал бы и 30 сантиметров. Давайте здесь вот посмотрим, что у нас получается. Примерно уровень земли 26 сантиметров. Здесь мы его попросили сделать поглубже, и вот получилось 26 сантиметров. Примерно такой результат. По итогу мы видим, что здесь стояли деревья, как вы помните. По итогу мы видим вот такую вот щепу от этих деревьев и, в принципе, готовый участок под посев. Обычно сажают озимые, либо делают посев уже в следующем году. Как вы помните, когда мы работали мульчером, мы достигли вот такого результата, но при этом не заглубились и корневую систему не удалили. Здесь же мы сделали все сразу. Как говорится там, выводы делайте сами. Купить эту универсальную фрезу, а также многие другие, а также мульчеры вы можете в компании PrimePride, связавшись со мной или с моими коллегами, вот по этому номеру телефона. Мы с удовольствием вас проконсультируем, подскажем и расскажем, как эффективнее решить ваши задачи.